Всем привет и добро пожаловать на мой канал. Сегодня у меня новый лайф-влог. Кому интересно, оставайтесь со мной. Приятного вам просмотра. Сегодня у нас 1 апреля, пятница. 12 часов дня. Я не так давно встала. Сейчас завтракаю. Сейчас буду есть кашу и жду, когда сварится кофе. Вот эта овсянка у меня, это Геркулес Донской. Ну, я всегда один беру, который, ну, там, вот в пределах 20 рублей, то есть такой самый недорогой. Меня он устраивает, ну, просто в каком-то бывает чуть больше шелухи, в каком-то меньше, но сейчас практически не попадается такой плохой Геркулес. Единственное, да, и раньше еще у меня была одна претензия, когда я вообще долгое время такой Геркулес не брала, это когда он был с горчинкой, вот. А сегодня открыла новую пачку, там написано Донской Геркулес. И с одной стороны я очень обрадовалась, потому что на 60 грамм в сухом виде получается, да, это вот базилик. Получается где-то 180 калорий. Меня это, конечно, порадовало, потому что обычно 200 с небольшим. Вот. Но на вкус мне не понравилось, он горчит. Но, правда, нет, есть можно, то есть не так, что критично, но есть горчинка, поэтому пока не знаю, буду я дальше приобретать или нет. Ну, я, честно, обычно на название не смотрю, беру, что есть. Это у меня как раз кофеварка варит кофе. Вот, я сюда добавила немножко, ну, соевый соус, сосиски и базилик в сухом виде. Потому что одно время я покупала укроп, зеленый лук, но у меня просто была острая в этом потребность. Я вообще не фанатка, например, укропа. К зеленому луку так себе отношусь, но у меня была потребность. А сейчас как бы потребность исчезла, поэтому не беру. А вот базилик я всегда люблю. Сейчас буду делать пюре, как всегда. Мне нравится такая простая еда. Картошка, морковка и репа. Ну, то есть все это отварю, как всегда, разомну. Туда можно добавить все, что угодно по вкусу, но я не добавляю ни соль, ничего такого, потому что и сами овощи имеют и вкус, и аромат. Ничего такого не требуется. В общем, поставлю сейчас варить и пойду дальше снимать хобби-влог. Заварить себе вот такой чай, который мне недавно подарили, но мне лень заваривать в чайнике, поэтому взяла сито и заварю прямо в кружке. Здесь просто черный чай, здесь не заявлено никаких добавок, но пахнет фруктами очень вкусно. Так что буду поднимать себе настроение, очень красивая упаковка, приятный аромат, ну и я очень люблю чай, поэтому... Когда настроения нет, пусть хотя бы, не знаю, окружить себя вот такой прелестью. Сегодня уже 2 апреля. Я села завтракать, 12 часов дня. Сегодня у меня каша с базиликом сушеным. Хотя у меня на окне и растет такой базилик, но решила с сушеным. Тоже очень хорошо. Ну, кофеек. Вот там надо будет дальше пропылесосить, потому что собака все еще линяет. Вчера начала давать ему его любимые витаминки, а именно спирулину в таблетках. Фикс Прайс покупала. А сама начала снова пить рыбий жир. Да. Вот как принять свой организм, которому всегда что-то требуется. Я не против рыбьего жира, но я против жира вообще. Но, походу, без него никак, так что придется хотя бы временами его пить. В принципе-то это ерунда, там всего-то калорий немножко, но мне не хочется, но приходится, потому что по ходу действия требуется. Я позавтракала, сейчас нанесла вот эту вот сыворотку, потому что она еще осталась. В холодильнике ее храню, но еще вот на сегодня хватит. Потому что обычно моя основная это тонер с муцином улитки, но раз маска открыта и тут сыворотка есть, то значит
надо доиспользовать. Сейчас я буду краситься и пойду, во-первых, мне нужно в аптеку или в Фикс Прайс купить себе пластыри перцовые. Вот. Потому что проблемы со спиной, но я как бы не знаю, может быть, меня надуло, может быть, нервы. А может быть, все вместе взятое, поэтому, короче, от нервов я выпила Кроволол, пусть там его ругают и так далее, но как бы мне он помогает. И вот сейчас возьму вот эту штуку и пойду краситься. В магазин уже сходила, значит, в Горздрав взяла пластырь вот такой перцовый, только он без перфорации. Ух ты, а я не заметила, я другой хотела, кстати. Ну ладно, это не важно, мне главное, что нужен был именно перцовый пластырь. Вот. Правда, я спрашивала, который 6×10, вот, за 25 рублей. И он был с перфорацией. А мне продали вот этот за 29. Ну ладно, это не такая проблема. В принципе, ценник в любом случае нормальный. И мне не нужно было идти очень далеко. Правда, в ближайшем Горздраве был перерыв, на что я, конечно, нажалуюсь, потому что я понимаю, что все люди, и всем нужен перерыв, но у них нигде этот перерыв не указан. Именно эта аптека занимается подобной ерундой, поэтому, как бы, это, знаете, неудобно. Я не против перерывов, но тогда это должно быть официальной информацией, в определенное время должен быть перерыв. И все люди будут знать, что в это время как бы аптека не работает. А это является сюрпризом уже не первый раз. То в час дня у них перерыв, то в 3 часа дня. Они когда хотят, тогда и перерыв устраивают. А человек как бы приходит и целуется с закрытой дверью. Вот, поэтому пошла, думаю, пока схожу в пятерочку, а там оказалась именно аптека Горздрав тоже. Ну вот, приобрела. Ладно, в общем, 2 штуки взяла. Так, потом что я взяла? Я в пятерочке, вот именно в той дальней, ну не самой дальней, но не рядом с домом, сгущенку взяла с сахаром, вот 1%. Я беру или в Ашане, или в пятерочке. В Ашане мне нравится чуть-чуть больше, хотя в принципе и та хорошая. Вот, но, например, вот это вот сейчас стоит дешевле, 39 рублей. Но я подумала, надо немножко Ашан поучить, потому что сгущенка стоила 34 рубля, потом 37, и сейчас уже 44. Они что-то обнаглели, как бы мне кажется. Вот. И потом в другой пятерочке, уже которая рядом с домом, взяла свой любимый творог обезжиренный. Вот, он хороший. Правда, когда-то был так же, как и в Верном, 70 калорий. Здесь уже 90 калорий, но нормальный. Творог хороший, очень вкусный. Я себе на сегодня взяла, очень хочется что-то творога. Хотела взять сметану, но ни там не было. Вот. Я просто... Вообще... Мне нравится красная цена, но там, кстати, 15% жирности на сметане, но ее не было. Я думала, может быть, какую-то другую взять 10%, но это было бы тоже идеально, но что-то тоже были проблемы. Вообще, либо маленькие упаковки, либо еще что-то. Там еще было Брест-Литовск, это я вообще терпеть не могу, гадость редкостная, вся продукция. Вот. Сейчас сканирую все. Сметану я хотела взять на суп с яйцом, но сейчас я подумала, что с яйцом суп я ела недавно, поэтому не хочу. Суп-пюре тоже не хочу, потому что только-только он был. С мясом ничего я не хочу, в принципе. Я не то чтобы против мяса, но я его ем очень редко, хотя у меня полная морозилка. Мне просто не хочется. Я редко его ем. Ну, наверное, сделаю просто, будет морковка, картошка и
овощное рагу или лечо, что-то такое. Я сейчас съела творог и добавила сюда сгущенки. Но знаете, а все-таки я буду покупать сгущенку марки «Каждый день». Да, она чуть-чуть подороже, но, понятное дело, разница-то невелика. Тут просто было дело принципа, Ашан иногда теряет границы. Но суть в том, что здесь 270 калорий, а в той 259. Вот. Так что я сделаю выбор в пользу Ашана. Помимо того, что мне и по вкусу-то больше нравится. Буквально прошло полчаса, и у нас тут зима стряслась. Все завалило. Но погода, кстати, по крайней мере, когда я выходила, не было ветра. Была очень мягкая, приятная погода и небольшой снежок. Вот. Но в целом чувствовалась хоть как-то весна. Сейчас полноценная зима, но и я не могу сказать, что меня это как-то напрягает. Мне самое главное, чтобы не было сильного ветра и не было холодно. А так, в общем-то, все нормально. 3 апреля, 7:42 утра. У нас полноценная зима. Это ж просто невероятно. Вообще жесть. Представляете, что творится? Ну, а я пока сажусь завтракать, потом буду собираться в студию к ученице. Уже в студии. Я сегодня вот в этом костюме. И, соответственно, у меня в цвет рюкзак. Да. Кто-то расписал окна. Собственно, метро Новослободское наконец-то уже сделано. Уже можно выходить прямо рядом со студией. Очень удобно. Провела занятия и иду от метро Новослободское. Собственно, наконец-то мы стали, вот, как я уже сказала, выходить прямо рядом со студией. Хотя, конечно, вот такое вот месиво приходится перепрыгивать. Вот. Но сейчас я уже иду в сторону вот Менделеевское метро, туда, как всегда, к ЦСКА. Гулять в любимый парк. Короче, я пошла налево, ученица направо. Ну, хорошо, что нет снега. Потому что так-то комфортно. Я в парке все гуляю. Снежно. На весну и не подумаешь. Продолжаю гулять. Здесь я что-то давно не ходила. Я вот там, вот где домики, хожу. Вот. Но сейчас решила здесь для разнообразия прогуляться. Не знаю, по второму разу пройду все аллеи или нет. Потому что немного спина болит. Ну как, немного. Я там с пластырем иду. Вот. Поэтому не знаю, буду я нагружать так спину или нет. Но все равно я чувствую, что мне еще маловато и хочется погулять. Поэтому я сейчас погуляю немножко еще. Ну, вообще, я не знаю, сейчас вот пошла, погрелась, вышла и думаю, что, наверное, погуляю еще. Сегодня уже другой день. Я вчера уже дома не снимала, потому что пришла уставшая, потом пошла с собакой. Потом тут были некоторые моменты не очень такие приятные. Хотя вообще сначала все было хорошо, но это тоже решилось. Вот. Но единственное, что уже снимать не хотелось, потому что я, когда там все порешала, что было надо, написала близкому человеку, мне так хотелось пообщаться. Ну да.
а со мной общаться не захотели. Ну и ладно. Короче, давайте покажу покупки. Их, в общем, было немного. Во-первых, я, как и собиралась, взяла томатную пасту, вот эту от марки «Каждый день». Томатная паста и вода. Мне она очень нравится, и вот моей подружке нравится. Поэтому я взяла 2 штуки, одну себе, одну ей. Это как раз вот ее вариант, свою я уже открыла. Дальше. Кстати, разбирают постоянно. От марки «Каждый день» также я взяла кефир 1%, как всегда. Эта паста подорожала, стала стоить 40 рублей за 250 грамм. Кефиры 900 грамм 30 рублей. Ну, с копейками, наверное, тоже взяла. Для собаки за 68 рублей взяла 500 грамм троекурово шеи. Это охлажденные шеи цыплят бройлеров. Вот. Просто буду варить ему бульон. В качестве мяса у него фарш в достаточном количестве, там крупы, но ему нужно еще бульон, и бульон отлично получится вот на этих шеях. Ну и к тому же плюс в качестве лакомства и сами шеи. Ну, мясо, разумеется. Вот. Косточки я не даю. Заходила в Fix Price и взяла вот эти сменные блоки. Без них как без рук, они мне нужны. Здесь 80 листов, 2 штуки. 59, что ли, рублей они стоили, мне кажется. И взяла кофе. Кофе всегда у них был по 99 рублей, потом вот я недавно показывала 149, а в этот раз уже 199. Ну, в любом случае, как бы пришлось брать, потому что, ну, я беру периодически в запас, потому что кофе у меня расходуется постоянно. Сейчас я как бы храню кофе, чтобы он не, ну, как сказать, имел такой же аромат, свойства. Я храню в холодильнике вот в такой вот банке. Оказалась икеевская банка. Ой, что-то у меня тут такое. Чем я забрызгала сейчас, я не поняла. Причем это явно же сейчас. Ладно, сейчас эту крышку в мойку положу. У меня просто набор этих банок, а крышек достаточно. Возьму чистую, потому что здесь сверху кофе понасыпалось. А что такое сверху, я не поняла. Ладно. Вот, в общем, хорошая банка. В ней очень классно хранить кофе. Я сейчас пересыплю, потому что видно, что упаковка вот уже без вакуума, к сожалению. Раньше за Фиксом такого не водилось. А сейчас вот такая ерунда. При этом ценник выше и выше. Это нехорошо. Спала я сегодня очень долго, вообще как никогда, потому что, ну, вчера немножечко напереживалась, и плюс, ну, самое обидное, это было вот такой момент, когда близкий человек, я бы сказала, довольно-таки жестоко с тобой обращается, непонятно по какой причине. Абсолютно непонятно по какой причине. На пустом месте, в общем-то, и, короче, это было очень обидно. Можно, конечно, сказать, что, ну, да, наверное, я себя не уважаю, но я, знаете, дорожу отношениями. Вот. Ну, ладно. Короче, у нас тут, как видите, хотя бы сегодня солнышко. У меня вчера тоже была хорошая погода, в общем. Но хотелось бы, наверное, уже весны. Хотя, с другой стороны, если не холодно, то и без разницы. Я сейчас буду пылесосить. Я тут уже все поверхности протерла. Единственное, на плиту моющее средство нанесла. Сейчас нужно будет тоже помыть. Отмокает фаберликовская губка. Она же так засыхает и превращается в такой кирпич. Вот, потому что я сейчас буду... Помимо того, что пылесосить, я хочу еще ковер этой губкой дополнительно пройти. Ушастый уже почти не линяет, но еще, так сказать, остатки. Вот. Потом мне нужно будет доснимать еще один хобби-влог.
завершить этот лайф-влог, загрузить все это дело, подписать, ну, как положено. А дальше я смогу, в общем-то, заняться несколько дней домашними делами. Ну, тоже буду, естественно, снимать периодически. Вот, буду заниматься всяким вязанием. То есть я специально так вот освобождаю время. Ну, сегодня еще стиралку надо загрузить пару раз, там осталось. Ну, собственно, вчера вот я, например, сняла чистый, ну, спортивный костюм, только-только постирала, высох. Прошлась, и уже все заляпано, соответственно, снова в стирку. Как-то так. Вот. И еще сейчас буду сканировать продукты, как всегда, чеки. Все вот это надо штрих-коды отсканировать, как всегда. Ну, в общем, такие планы. Ну, тренировочку какую-нибудь себе сделать. Я уже позавтракала, кофейку попила. Ну, а это видео я буду завершать. Если оно понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Заходите в Инстаграм 3 семерки, рыжие 3 восьмерки. Также у меня есть Дзен теперь. Но все здесь сначала выходит, потом уже на Дзен. Это так. Типа на всякий случай. Я благодарю вас за просмотр. Желаю здоровья, настроения, вдохновения. До скорой встречи. Пока-пока.